Всем привет! Вы на канале BuildBlock. Как вы уже знаете, без покупок карточек заработать какие-то средства в Sorare становится все сложнее. Поэтому предлагаю сегодня подробно разобрать, как найти интересующие вас карты, как их купить, а также как продать уже имеющиеся у вас в коллекции карточки. Поэтому садитесь поудобнее, а я начинаю. Все трансферы в Sorare разделены на три вида – аукцион, вторичный рынок и прямые предложения. Начнем по порядку. Аукционы – это раздел сайта, где мы приобретаем карточки футболистов непосредственно у самой платформы, то есть у администрации. Менеджеры выставлять свои карты на аукцион не могут, для них доступен вторичный рынок или прямые предложения, о которых мы также сегодня поговорим. Чтобы попасть в этот раздел сайта, достаточно во вкладке «Рынок» выбрать карточки. По умолчанию сортировка выстроена таким образом, что на первом месте стоят те, время на которых заканчивается. На данной странице помимо карточек мы видим различные фильтры, благодаря которым можно найти желаемую карту. Сверху фильтр выбора уровня карт по цвету, который не так давно ввели, для удобства пользователя, а слева все остальные. Это и участие игрока в ближайшем геймвике, и клуб, в котором играет футболист, и даже можно найти по фамилии конкретного игрока, так же как и через поиск в правом верхнем углу. Это лишь некоторые фильтры, об остальных я расскажу чуть позже, но об одном, считаю, нужно сказать сейчас, так как в другом режиме его попросту нет. Это тип продажи. В данном фильтре находится два пункта: cards, то есть карты, и bundles, что в нашем случае переводится как наборы. С картами все понятно, это просто одиночные карты, а вот наборы — это пакетная покупка сразу нескольких карт. Как правило, 5 игроков из одной команды, но иногда продают наборы и по 3 карты. Также отличаются наборы по редкости, а именно это могут быть карты различной редкости или же одной, например, красные редкие карты. Аукционы работают по аукционному порядку. Дается определенное время, и кто предложит большую цену за карту игрока, тот и забирает ее в свою коллекцию. Теперь давайте перейдем ко второму виду торговли. Это вторичный рынок. В отличие от аукциона, здесь можно купить карту, так ее и продать. В меню «Рынок» кликаем на «Выгодно» и попадаем в нужный раздел. Нередко случается, что карты на вторичном рынке чуть дороже аукциона, так как некоторые менеджеры работают по стратегии купить на аукционе дешевле, продать на рынке дороже. Но это порой экономит время покупки необходимой карточки, ведь при покупке на вторичном рынке не нужно ждать окончания аукциона. Стоит также отметить, что по цвету кнопки на аукционе и вторичном рынке различаются, и если на аукционе кнопки синего цвета, то на вторичном рынке зеленого. Это удобно, например, когда мы находимся в профиле игрока, то там все предложения вперемешку. Начнем с покупки. Интерфейс максимально похож на аукцион, но вот сам принцип немного другой. Здесь менеджеры продают карты по фиксированным ценам, и уже вы сами решаете, покупать вам эту карту или же нет. Для вашего удобства, как и обещал ранее, предлагаю более подробно разобрать каждый фильтр. Итак, первый – это ближайшая игровая неделя. В нем лишь одна опция – у команды игра. Соответственно, если у клуба, в котором играет футболист, в ближайшем геймвике будет матч, то при выставлении галочки карта футболиста останется. В противном случае отфильтруется. Если вам нужен футболист именно на ближайший геймвик, из-за того, что кто-то пропускает по определенным причинам, то этот фильтр отлично для вас подойдет. Избранное. Полезный фильтр, если вы пытаетесь отследить только тех игроков, которые нужны или интересны. Просто в профиле игрока в самом верху нажимаем кнопку «Отслеживать». А как попасть в профиль, вы можете посмотреть видео, которое появилось в правом верхнем углу экрана. И при активации галочки «Только избранное» в списке останутся только карты, за которыми вы наблюдаете. Далее идет позиция. Здесь все стандартно. Защитник, нападающий, голкипер и полузащитник. Выбираем нужную позицию, и игроки данной позиции остаются. Замечу, можно нажать на разные позиции, и эти оба пункта останутся. Затем идет Лига SL5, где перечислены все виды турниров на Sorare, за исключением Casual и Special Weekly. К ним фильтры здесь применить нельзя. Более подробно вы можете узнать по ссылке, появившейся на экране. Далее, лиги.
где с помощью поиска можно найти и выбрать определенную лигу, чтобы в списке остались лишь карты определенного турнира. Издание карточки. Это карты футболистов в большей степени для коллекционеров. Есть несколько вариантов. Например, Game Week 200 Edition. Карточки с юбилейного турнира, Legend, карты легенд таких как Ван Бастен, Платини, Шевченко и прочие. Руки. Молодые футболисты, проводящие первый сезон в истории СОРР и имеют возраст меньше 18 лет, а также и другие варианты. Уровень карточки. Чем выше уровень, тем больше процентов бонуса будет у данной карты. Ползунком выставляем нужный уровень и получаем выборку. А подробнее об уровне карточки вы также можете ознакомиться в видео на моем канале. Следующий фильтр — серийный номер. Также, наверное, больше для коллекционеров. Есть примеры, когда менеджеры собирают первые номера карт или когда серийные номера совпадают с игровыми номерами футболистов. И именно этот фильтр поможет отфильтровать нужные карты. Команда. Тут предельно все ясно. Есть внутренний поиск в самом фильтре и применяем его, когда нужны игроки конкретного клуба. Сезон. Довольно важный фильтр для того, чтобы случайно не купить карточку игрока прошлого сезона, ведь это может быть минус 5% к бонусу сезона. Конечно же, покупать прошлогодние карточки можно, порой в них опыта бывает даже больше, чем у карт текущего сезона, но обращать внимание на это, думаю, также стоит. Игрок. Данный фильтр отлично подойдет, если вы ищете конкретного футболиста и хотите посмотреть все его карты, выставленные на трансферный рынок. Далее идет возраст, то есть по большому счету это возможность отобрать молодых и перспективных ребят, либо наоборот опытных игроков. Текущая национальная команда. Иногда СОРР организовывает такие турниры, где учитываются только матчи сборных. Этот фильтр как раз таки поможет вам отыскать карточки футболистов, которые находятся в национальных командах. Но здесь нужно быть предельно осторожным, ведь игрок отображается в национальной сборной в том случае, если он был вызван в прошлый раз. А как мы понимаем, в настоящее время определенный футболист в заявку может уже и не попасть. Последний фильтр — это национальность. Данный фильтр похож на предыдущий, с тем отличием, что здесь в выборке остаются все игроки с выбранной одной или несколькими национальностями, в зависимости от того, что выберете вы. Итак, мы рассмотрели все фильтры по отдельности, давайте теперь посмотрим, как они все-таки работают в совокупности. Например, давайте попробуем найти всех испанских игроков Атлетико Мадрид до 25 лет. Для этого нам нужно в фильтре команда, вводим Атлетико и выбираем клуб Атлетико де Мадрид. В фильтре возраст правый ползунок двигаем влево до значения 25. В фильтре национальность вводим или сразу выбираем Испания. В итоге получаем несколько предложений о продаже с интересующими нас критериями. То же самое работает и с аукционами. Более того, всегда можно попробовать купить на аукционе такую же карту, но чуть дешевле. Да, это может занять чуть больше времени, но если вы никуда не торопитесь, думаю, этот вариант отлично для вас подойдет. Если же мы хотим убрать все фильтры, нужно просто нажать на соответствующий пункт непосредственно под фильтрами слева, а именно очистить все фильтры. Вопрос фильтров мы рассмотрели, как и покупку на аукционе. Теперь же перейдем непосредственно к покупке у других менеджеров. Это можно сделать несколькими способами. Первый — просто нажать кнопку «Купить» и выбрать один из вариантов оплаты, после чего подтвердить действие. Если же вы считаете цену завышенной или интересующей вас карты вовсе нет на трансферном рынке, то можно отправить предложение напрямую. Для этого необходимо перейти в саму карточку и кликнуть «Дать предложение», после чего выставить цену и ждать решения от продавца. Третий способ покупки карт также имеет свою особенность, а именно там можно не только покупать карты, но и еще и обмениваться ими, в том числе 2 и более картами одновременно и даже с доплатой. Чтобы воспользоваться этим способом, сначала нужно узнать, с каким менеджером мы планируем торговаться. Переходим к нему в профиль и справа нажимаем кнопку «Торговля». Первое всплывающее окно, которое появится, это сумма, которую вы хотите заплатить. Ввести ее можно как в эфире, так и в евро. Но это может быть и 0, когда мы собираемся просто меняться картами. После нажатия «Далее» появится второе окно. В нем вы можете найти через внутренний поиск карточку игрока, которую вы хотите отправить. Таких карт может быть от 0 до нескольких. Следующее окно – те карты, которые должны пойти к нам от этого менеджера, что мы выбрали.
После этого мы проверяем все введенные данные и нажимаем «Отправить». Этим самым мы отправили прямое предложение другому менеджеру. С покупкой разобрались. Теперь кратко расскажу, как продать карту. Тут ничего сложного нет. Просто в своей галерее выбираем карточку, которую мы хотим продать, и нажимаем «Продать мою карту». Выставляем цену в эфире или же евро. Нажимаем «Продать» и подтверждаем действие. Также немаловажным элементом управления и работы на трансферном рынке и отслеживания предложений все эти функции находятся в меню «Мой клуб». Пойдем по порядку. Аукционы по новым карточкам. В этом разделе мы можем отслеживать все наши ставки на аукционе, и актуальные, и перебитые, и завершенные. Продажи менеджеров. Вся информация о наших приобретениях на вторичном рынке. Кого купили, когда, за какую цену и у кого. Мои объявления, наши карточки, которые мы выставили на трансферный рынок. Полученные предложения – это те предложения, которые нам присылают другие менеджеры. Их мы можем либо принять, либо отклонить. В случае, если мы не приняли решение и менеджер, приславший данный оффер, сам его отозвал, статус будет отменено. Отправленные предложения. Здесь офферы, отправленные нами. В любой момент, если передумали, мы можем отменить предложение. Подписки – это те футболисты, которых мы добавили в избранное, а в этом разделе мы можем их всех посмотреть и отменить отслеживание, если это больше не актуально. Уведомления игроков. Довольно удобная функция, можно выставить, в каких карточках, добавленных в избранное, будет приходить информация на электронную почту при появлении на аукционе. Сейчас тенденция рынка такова, что довольно быстро цена на аукционах приближается к рыночной, и перебивать ставку позже становится уже невыгодно, а здесь можно довольно быстро получить информацию о появлении карточки на аукционе и сразу выставить свою карту по приемлемой цене. Последняя вкладка в этом меню – транзакции. Здесь мы можем посмотреть все денежные операции на проекте. Что ж, теперь вы можете покупать и продавать карточки на Sorare. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, не забудьте поставить лайк этому видео и отправляйтесь на трансферный рынок для приобретения интересных игроков. Пока!